Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Любите грозу в начале мая? Так получите. Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути объявил о закрытии сразу нескольких внутренних студий Bethesda, чтобы, как сказано в послании Мэтта, сменить приоритеты в ресурсах и проектах. В число упраздненных команд вошли Arkane Austin, ответственная за Prey 2017 года и Redfall. И что еще печальнее, закрыли Tango Gameworks, коллектив, подаривший нам дилогию The Evil Within, Ghostwire Tokyo и Hi-Fi Rush. А с ними на покой ушли и еще ряд студий. Это событие прокомментировали многие деятели индустрии. Например, руководитель Deathloop и будущий Marvel's Blade из лионского подразделения Arkane Динго Бакаба сказал, что это ёкарный удар под дых, и призвал издателей по-человечески относиться к разработчикам, а не делать их жертвами погони за деньгами. Глава Moon Studios Томас Маллер заявил, что вот почему его команда не стала продаваться большому издателю. Подобное он уже видел в 90-х, и повторение этого с Мунами он ни за что бы не допустил. Соавтор Digital Foundry Джон Линнеман высказался в следующем ключе: «Какого Хулио? Это просто безумие. Едва Microsoft обрела достойную японскую студию, которая подарила им хит, завоевавший кучу наград, как не проходит и года, и эту студию закрывают. Это ненормально». А фанатский аккаунт под названием «А Prey 2 уже анонсировали», считавший дни до анонса сиквела Prey от Arkane Austin, написал короткое: «День 2559, все кончено». В прошлом выпуске Ян уже оповестил вас о выходе Hades 2 в ранний доступ, а теперь вот подоспели первые обзоры предварительной версии игры от журналистов. Кто-то составил свое мнение, основываясь на техническом тесте, а кто-то пошпилил именно в ранний доступ. В общем, говорят следующее: сиквел удался, причем игра показывает образцовый старт в Early Access. В Hades 2 уже есть все основные механики и целый вагон контента. Игроков познакомили с планом дальнейшего развития тайтла, и даже технические проблемы и какие-либо прям лютые баги, которые могли бы испортить впечатление, в игре не обнаружились. Вторая Hades делает акцент на повествовании и развитии сеттинга, а общение героини с богами стало более глубоким, чем у Загрея в оригинале. Боевка сохранила свое ядро, однако изменился набор вооружения и способностей. Сражения при этом не стали проще или скучнее. В отличие от протагониста первой части, Мел полагается не на рывки, а спринт, который можно улучшить множеством различных плюх. Разнообразнее стала прогрессия персонажа, теперь нужно выбирать стратегию развития для героини, а огромное разнообразие скиллов открывает целый простор для экспериментов с билдами. В остальном игра все так же красиво, неповторимый стиль сохранился, а уши продолжают ласкать композиции Даррена Корба. Hades 2 доступна в раннем доступе Steam и Epic Game Store. Про выход на консолях авторы пока ничего не говорят. На ПК же полноценный релиз случится, вероятно, не раньше 2025 года. Pathfinder Wrath of the Righteous уже скоро получит финальное дополнение «Танец масок». Нам предстоит собрать всех своих компаньонов и отправиться в отстроенный город Кинабрис, место, где все началось. Там героев ждет фестиваль, вечер встреч со знакомыми, друзьями и любимыми, и, конечно же, еще один заговор, который нам предстоит раскрыть. Аддон включает в себя новые приключения, личные события для каждого компаньона, новое свидание с каждым из романтических интересов, арена в ином мире, где можно будет сразиться с мифическими существами, 11 новых архетипов, новое оружие и возможность переключать хват, а также полностью озвученные диалоги. Танец масок станет доступен 13 июня. Загадочный гражданин под ником Dusk Голем, где-то выведывающий секретную информацию о находящихся в разработке проектах, узнал, что в 9-й части Resident Evil любителей покрошить нечисть занесет на остров в Юго-Восточной Азии, а конкретно в некий провинциальный город, созданный под вдохновением от Сингапура. Ранее Голем заявлял, что впервые за всю историю серии в 9-ке появится открытый мир, а на производство нового хоррора были выделены баснословные суммы. Выйдет Resident Evil 9, по слухам, в январе 2025.
Уж сколько лет прошло после релиза третьего Ведьмака, сколько заказов на убийство монстров выполнено, а уж модов-то сколько успело появиться. Но только сейчас CD Projekt Red назвала день, когда выйдет официальный инструментарий для создания модификаций The Witcher 3 Red Kit. Он обеспечит практически безграничные возможности для моддеров. Благодаря мощной программе рукастые фанаты смогут внедрять в игру новые сюжетные линии, квесты, анимации, модели и все в таком духе. Релиз Red Kit состоится 21 мая в GOG, Epic Games Store и Steam. Поддержка русского языка в сделку не входит. Разработчики Darkest Dungeon тоже не собираются оставлять фанатов без поддержки модификаций, но для этого понадобится время. А чтобы максимально его сократить, авторы решили выпускать модную опцию по частям. Первый такой апдейт для Darkest Dungeon 2 выйдет до конца июня. Он должен будет наладить связь игры с мастерской Steam и взаимодействие с пользовательским контентом на базовом уровне, так что игроки смогут добавлять собственные предметы. В будущем возможности моддеров расширится, и тогда в Дарку можно будет внедрять уже своих персонажей. Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава наконец подтвердил, компания действительно готовит анонс своей новой консоли. Новости о преемнице Switch'а должны появиться в течение текущего фискального года, то бишь вплоть до 31 марта 2025. А раз сроки настолько обширны, то вряд ли о новом девайсе удастся что-то узнать на ближайшей презентации Nintendo Direct, которая, к слову, состоится в июне. Она будет посвящена исключительно играм. Студия Remedy в данный момент работает сразу над несколькими проектами, в числе которых и продолжение Control, и ремейки первых Max Payne, и многопользовательская Vanguard, она же Kestrel. Хотя, подождите, нет, уже не работает, но не переживайте, отменили только Kestrel. Переговорив с Tencent, Remedy решила остановить разработку и сосредоточиться на других своих тайтлах. Впрочем, там и так небольшая команда трудилась. Думаю, никто от всего факта сильно не огорчится, а вот пустить не лишние ресурсы на проекты, которые игроки действительно ждут, это дело богоугодное. Ну а на этом у меня все. Залетайте к нам на сайт и смотрите видеообзор Яна Грибовича, посвященный Stellar Blade. А также не проходите мимо статьи Владимира Сичкарева, который прочитал автобиографию Клиффа Близински и поделился своими впечатлениями. Приятного ознакомления и хорошего вам дня!